Привет, Арми. Неужели это начало серьезных перемен в истории BTS? Почему Чингук вдруг сделал неожиданное заявление о своих проектах вне BTS, и почему Тэхён был настолько взволнован, что принес беспрецедентные извинения? Тем временем HYBE Entertainment, агентство, которое всегда управляло BTS, предпочло хранить молчание. Что же именно стоит за молчанием компании, известной своей активной позицией в отношении артистов, замешанных в спорных ситуациях? Этот инцидент не только потряс сообщество ARMY, но и попал в заголовки мировых развлекательных СМИ. Никто не ожидал, что в столь критический момент Чингук выберет другой путь, а Тэхён выступит с ноткой сожаления. Это признак разногласий или решение Чингука было вызвано внутренним конфликтом, тлеющим под поверхностью? Объявление было сделано самим Чингуком в эксклюзивном интервью ведущему международному СМИ, без предварительной повестки дня и без каких-либо утечек информации от какой-либо стороны. В ходе всего лишь 18-минутной сессии Чингук шокировал мир К-поп своим заявлением: «Я займусь личным проектом, не связанным с BTS или HYBE». Это заявление мгновенно стало трендами. Даже платформа X, бывший Twitter, рухнула из-за всплеска поисковых запросов «Чингук работает вне BTS». Мир словно замер, когда Чингук сказал, что это решение он обдумывал долгое время, не уточнив сути проекта. Однако он намекнул, что проект будет крупным международным сотрудничеством, возможно, с участием некорейских развлекательных компаний. Многие подозревали, что это связано с голливудским музыкальным лейблом или международным продюсером, который давно присматривался к Чингуку за его исключительный талант. Более удивительным было не само решение, а ответ Тэхёна, который тут же появился в прямом эфире с мрачным лицом и низким голосом. В этот трогательный момент Тэхён сказал: «Если какое-то решение кого-то ранит, то, вероятно, потому, что что-то недоделано. Мне жаль, особенно Чингука». Это заявление породило слухи о личном конфликте между ними, скрытым за светом софитов и большой сценой. С того дня шок не утихал. ARMY начали раскапывать старые видеозаписи с Чингуком и Тэхёном, переосмысливая их концертные взаимодействия, прошлые интервью и даже язык тела. Когда-то их отношения считались самыми близкими и крепкими в BTS. Теперь же пустое выражение лица Чингука и сдержанные слезы Тэхёна намекают на нечто большее, чем просто личный проект. Остается главный вопрос: почему HYBE не дали никаких разъяснений? Для крупного агентства с жестким контролем коммуникаций и сильной медиастратегией это молчание подозрительно. Готовят ли они официальное заявление или просто удивлены решением Чингука? Некоторые инсайдеры индустрии говорят, что решение Чингука обсуждалось давно, но агентство не было готово объявить о нем, опасаясь нанести ущерб общему имиджу BTS. Более того, некоторые аналитики считают, что это решение может сигнализировать о серьезной перестройке структуры BTS, если не подойти к нему с должным вниманием. Слухи усилились, когда выяснилось, что Чингук испытывает дискомфорт от давления со стороны руководства HYBE, особенно в принятии творческих решений. Он стал более свободно выражать свои мысли в прямых эфирах и личных проектах, чего ему не всегда удавалось в период групповой деятельности. Эмоциональное заявление Тэхёна также вызвало вопросы: чувствовал ли он себя виноватым или же был напрямую вовлечен в конфликт? Что еще более удивительно, никто из остальных участников BTS не прокомментировал ситуацию: ни RM, ни Чимин, ни Джин, ни J-Hope, ни Suga. Обычно они быстро выражают друг другу поддержку, но на этот раз все молчали. Спекуляции разгорелись с новой силой, особенно после того, как фанаты обнаружили, что за несколько дней до объявления Чингука Тэхён опубликовал загадочное сообщение: «Кто-то уйдет прежде, чем мы успеем оглянуться». Пост был быстро удален, но скриншоты стали вирусными. СМИ начали связывать это событие с возможностью постепенного распада BTS. Хотя официального заявления не было, тот факт, что Чингук делал такой важный шаг без агентства, был верным сигналом того, что эпоха BTS может меняться. Некоторые наблюдатели назвали этот момент «тихой бурей» BTS, бурей, которая назревала медленно, но верно. HYBE, обычно отзывчивые, теперь молчали. Многие опасались, что давление контракта и ожидания оттолкнули Чингука, или, наоборот, что это было его личное решение найти себя вне тени BTS.
Несмотря на шок, большинство фанатов поддерживали его, надеясь, что отношения между участниками группы сохранятся. Однако многие были разочарованы непрозрачностью HYBE, особенно после появления слухов об отношениях Чингука с такими известными международными артистами, как Билли Айлиш, Джастин Бибер и Макс Мартин. Если это правда, этот проект может стать поворотным моментом в сольной карьере Чингука по всему миру. Но в условиях неопределенности публики оставалось только ждать. Ждать официального заявления от HYBE, разъяснения от остальных участников и, конечно же, эмоционального исцеления Чингука и Тэхёна. После нескольких дней домыслов расследования, проведенные надежными СМИ, наконец, раскрыли утешительную правду. Новость о том, что Чингук работает вне BTS, эмоциональные всплески Тэхёна и молчание HYBE были результатом общественного непонимания, чрезмерной интерпретации видеоклипов и вирусного распространения истории без контекста. Чингук упомянул о личных проектах, но он четко заявил, что все эти проекты остаются под управлением HYBE и обсуждались с другими участниками BTS. Заявление Тэхёна также не было связано с конфликтом, скорее, это были извинения за то, что он не смог присутствовать на личной сессии Чингука из-за службы в армии. К сожалению, видео было вырезано и опубликовано без контекста. HYBE на самом деле опубликовали письменное разъяснение, но, поскольку оно не было объявлено на пресс-конференции или официальном видео, многие фанаты не знали об этом. В заявлении говорилось, что сольный проект является частью долгосрочной стратегии, а не признаком раскола. Отсутствие комментариев со стороны остальных участников также было связано с их плотным военным графиком и ограничениями на публичное общение. На самом деле, несколько дней спустя Чимин лайкнул последний пост Чингука, молчаливое выражение поддержки посреди цифрового шума. Этот инцидент показывает, насколько быстро и массово может распространяться дезинформация и как фрагменты видео, вырванные из контекста, могут формировать ложные нарративы. Последовавшая за этим массовая паника оказала значительное эмоциональное воздействие, особенно на ARMY, которые давно следят за BTS. Это важное напоминание о том, что не все, что становится вирусным, правда, и не все эмоции на экране отражают реальный конфликт. Теперь, когда правда вышла наружу, ARMY могут вздохнуть с облегчением. Чингук остается с BTS, Тэхён не конфликтует с ним, и HYBE нечего скрывать. Все участники, включая Чингука и Тэхёна, готовятся укрепить будущее BTS после службы. Как сказал Чингук, я просто расширяю свои возможности, никого не оставляя позади. И таким образом драма, некогда потрясшая мир К-поп, оказалась всего лишь ложной историей, в которую слишком быстро поверили. Теперь, когда буря домыслов утихла и факты начали вырисовываться, стало совершенно ясно одно: за блеском и гламуром сцены и всеобщего внимания участники BTS остаются людьми, которые движутся к мечте, преодолевают трудности и сложные отношения. Заявление Чингука о намерении заняться личными проектами не было предательством, это был смелый шаг артистов, стремящихся к росту, не отступая от своих корней. Извинения Тэхёна, поначалу неверно истолкованные как знак раздора, вместо этого продемонстрировали глубину чувств и ответственности между друзьями. Молчание HYBE, хотя поначалу и вызвало подозрения, в конечном итоге оказалось осторожным подходом к управлению быстро распространяющимся потоком информации. Среди шума киберпространства нам всем напоминают о важности прояснения ситуации, сочувствия и терпения. BTS — это больше, чем просто музыкальная группа. Они — символ братства, роста и искренности, который нелегко разрушить из-за одного видеоклипа или сенсационного заголовка. И как уверенно сказал Чингук, я просто расширяю свои шаги, не отдаляюсь, не ухожу. И поэтому армии по всему миру знают, это не конец, это начало новой главы, той, в которой BTS, как группа и как отдельные личности, продолжают творить историю. Making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the